Всем привет! Сегодня у нас расклад «Вернется ли он к тебе?». И, конечно же, прежде чем начать, приглашаю всех в закрытый расклад. Они более глубокие, более интересные. На самопознание, самореализацию, все сильные расклады, они там. Ссылка в описании к видео, в закрепленном комментарии. И это если на Бусти, как сказать, не в разделе, а вот в подписке «Эзотерическая библиотека». То есть эзотерическая библиотека идет в нагрузку. В ней более 900 книг и аудиокниг. Так, и еще на уровне проживания арканов как на Ютубе, так и на Бусти доступно обучение точечное по колодам. Там все, как сказать, не современные, а вот как вот сказать-то, все популярные, все популярные колоды обучения там есть. То есть там трактовки и не из БК, да, ну не из этой книжки белой, а вот именно, как сказать, так, как нужно читать. И в проживании арканов вы научитесь читать карты в потоке, без всяких книжек, без всяких подсказок, то есть так, как будете чувствовать вы, и не отходя от писанных правил по каждому аркану. Поэтому добро пожаловать, доступно как на спонсорстве Ютуба, так и на спонсорстве Бусти. А чем на Бусти лучше, там есть доступ в магический чат. Итак, я думаю, что... и только на Бусти на уровне проживания арканов марафоны по деньгам и по обретению женской самооценки. Лучше марафонов вы нигде не найдете. Итак, давайте начнем наш расклад. Единички. Сразу объясняю, да, вернется ли он к тебе, значит, вы не рядом. Потому что под такими раскладами часто пишут: так он у меня в соседней комнате. Так зачем смотреть расклад, который тебе даже по названию не резонирует, и он не для тебя? Так вот, он не рядом. И первые две карты — сигнификация. Почему между вами вот это молчание? Ну, у единичек все на поверхности. Он уехал по работе или командировку. И вот эта поездка, она у него заняла не только время, но и голову. Потому что там свой ритм, там свои задачи, там новые люди. И он сейчас как будто вот в другой реальности. И на связь не выходит не потому, что там забыл или охладел, а потому что фокус сместился на то. Понимаешь? Но есть еще нюанс. Он не дает тебе лишнего доступа в свою вот эту повседневность. Он контролирует, что и когда рассказывать. И этим он как бы вот дистанцию держит. И знаешь, вот эта пауза, молчание вот это не случайность. Это осознанный способ сохранить свободу в условиях, когда он далеко. К тебе чувства у него есть, иначе он бы уже и не вспоминал тебя. Но он действует из позиции, что пусть все пока идет само. Понимаешь? А тебе от этого сигнал один. Ты сейчас не участвуешь в его жизни ежедневно. И не должна этого делать. А человек как сказать, ты человек, с которым он ассоциирует что-то важное. Понимаешь? Но в нынешнее он не встраивает тебя. И да, он понимает, что этим он рискует, но сейчас выбирает именно так, потому что по-другому не может.
Вернется ли он к тебе? Да, вернется. И не просто там из вежливости или привычки. Нет, он вернется, потому что в его системе координат ты ассоциируешься вот с поддержкой, с эмоциональным комфортом. Ты для него вот этот причал, не причал, а вот это вот тихая гавань. Понимаешь? И у него вот на той территории точно там никого нет. Понимаешь? Это ощущается вот когда он поработает, и он сам снова окажется в привычном тепле, и он этого ждет очень сильно. Понимаешь? И когда он приедет, он будет стараться там держать баланс между словами и действиями. Здесь нет энергетики формального «появился и опять пропал». Нет, он искренне настроен восстановить привычный контакт с тобой и будет сам тянуться к тебе. Но очень важно понимать, что вот это возвращение не про вот это драматическое «все осознал, давай меня прими». Нет. Это про то, что он ценит место в своей жизни и, как сказать, не хочет терять. Поэтому он вернется уверенным и с ощущением, что продолжение — это само собой разумеющееся. Совет. Знаешь, совет тут тебе, не ему, потому что мы тебе расклад делаем. Тебе не нужно сидеть в режиме таком «жду звонка». А тебе нужно занять пространство в своей жизни так, чтобы вот его приезд не был единственным событием, к которому ты готовишься. То есть, другими словами, перестань ставить паузу на собственных планах. Чем более собранный и наполненный делами ты его встретишь, тем комфортнее будет управлять всей вот этой историей без лишних качелей. И когда он вернется, не создавая ощущения, что ты эти недели только и делала, что ждала. Сохрани внутреннюю меру. Не уводи в холод, но и не бросайся с головой, потому что эмоциональное равновесие, оно здесь важно очень. Понимаешь? Карта намекает, что твое вот это спокойное, уверенное восприятие его возвращения задаст тон вашему следующему этапу. Понимаешь? Займись своей жизнью сейчас, чтобы его появление стало вписываться в нее, а не перекрывать весь кислород. И это удержит его в поле и покажет, что ты часть его опоры, но не зависишь от его графика. Понимаешь? Все ты понимаешь. Подписывайся на канал обязательно. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Первые две карты сигнификации, почему между вами молчание. Ну а по картам все упирается в то, что он, знаешь, он не готов выложить тебе всю картину. В голове у него каша. Прям полная голова несостыковок, и он сам даже не всегда понимает, куда это должно привести. Понимаешь? Луна тянет на сомнения и вот эти недоговорки, и он говорит кусками, чтобы вот не вызывать в тебе лишних вопросов. А на самом деле просто он не хочет лезть в откровенности. И да, тут есть элемент сокрытия. Он отделяет свою жизнь там и вашу вот эту жизнь вдвоем, понимаешь? И при этом внешне он легко поддерживает контакт с тобой. Там лайки, сообщения, знаки внимания. Но внутри борьба идет между желанием сблизиться и страхом, что сближение его глубже затянет, чем он готов. Понимаешь? И восьмерка жезлов, она здесь про то, что дела или обстоятельства у него идут вот в ускоренном темпе. У него куча задач, куча обязательств. И в этих гонках общение с тобой, вот знаешь, оно то поднимается на поверхность, то снова проваливается в тишину. И он в этом проблемы не видит, потому что для него, как сказать, паузу можно снять в любой момент. А ты на этой паузе варишься. То есть, вот давай по-другому скажу.
Ты сидишь, ждешь там смс-ку, неважно ничего, а он в это время там, как говорится, бегает. То есть у вас разные, как сказать, по-разному время течет. Тебе скучненько, а он занят. Понимаешь? И ты паузе в этой варишься, не зная, что на самом деле творится у него там внутри. Соответственно, ты накручиваешь, а у него, как говорится, нет времени даже покушать. Вот примерно все вот так. Вернется ли он к тебе? Да, объявится. Знаешь, шестерка меча, она про то, что вот он сам выйдет на контакт, когда закроет свою вот эту историю этапно. Это не про то, что там я все осознал, бегу к тебе с цветами, мои там эти, как его, не подошвы, а как вот сказать-то, ноги-то блистают, когда бежит, я, представляешь, забыл это высказывание. Пятки сверкают, старый пердун. Вот, то есть не бибунь, это что ж такое? Не будет он к тебе бежать и пятки сверкают. А скорее, знаешь, это более прагматично. Закончил дела, разрулил все там по работе, ситуации своей, теперь можно проявиться. Он, знаешь, он придет вот с легким, вроде таким непринужденным общением, как будто ничего страшного между вами не произошло. И вот по жезлов, это, знаешь, это про инициативу без тяжелых разговоров. Он выберет простой тон, может там предложить встретиться по-быстрому на кофе или там закинет сообщение, которое там, как сказать, как выглядит как будто буднично. Но на самом деле будет вот этой точкой возвращения в контакт. Формат такой, будто он просто вот вспомнил, понимаешь? Хотя внутри он будет рассчитывать, что ты откликнешься и примешь его обратно в свое поле, да? Без всяких упреков. И вот этот выход на связь, он не случайным будет. А вот выверенным моментом, когда он почувствует для себя безопасность снова появиться. Какой совет? Ну, знаешь, тут баланс нужно поймать между теплом и контролем вот этой вашей ситуации. Не выбрасывая ему весь накопленный холод, и там и обиду, все сразу. Но и вид не делай, что как будто ты на чемоданах сидела и ждала, когда он даст знак. Держи свою самооценку. Вот во всех, так сказать, в современных отношениях сейчас как будто идет борьба. Кто на кого одеяло перетянет. И осознанных отношений, где равноправные партнеры, их вот копейки, говорю, капельки, понимаешь? Их вот, как сказать, практически нет. И вот тут звезда в связке с девяткой кубка, а не про то, что твоя сила сейчас в том, чтобы жить своей жизнью так, чтобы у него не было ощущения, что ты в режиме ожидания. Понимаешь? У тебя должны быть свои дела, свои радости, не сиди в телефон, не пялься. Свои цели должны быть. Или ты у меня бесцельная девочка? Нет, у тебя есть цели. Пусть он возвращается не в пустоту, а в твое уже наполненное пространство, где ты в форме, где ты при делах и с нормальным настроением. Чувствуешь разницу психологическую, если его глазами смотреть. Или он возвращается к даме, которая скучает, плачет, по нему в окошко смотрит. Или он возвращается к даме, которая самодостаточна, красавчик, борщ себе каждый день варит. Чувствуешь разницу? В первом варианте он тебя будет гнобить, потому что ты позволяешь, потому что ты, извини меня, об тебя ноги можно вытирать. А во втором варианте он с уважением и так далее, и ты его под каблук херакс. Чувствуешь разницу? Чему я тебя учу? И вот когда он придет, реагируй ровно и по делу. Можешь пойти на контакт, но не подстраивай свое время и свои планы под него прям безоговорочно. Там еще поклонись. Дай понять, что тебе приятен его выход на связь. Но у тебя есть и своя жизнь,
И она не остановилась. Почувствуй вкус вот этой разницы. У меня даже во рту вкусно, когда я тебе говорю, когда я представляю, как ты это все делаешь. Потому что ты умничка, а женщины, которые плачут, скучают, вот это все об таких ноги вытирают. Но ты-то у меня не такая. Такие сидят у других на каналах, которые, как он покакал сегодня, смотрят. Твоя позиция спокойная, но уверенная. И она позволит расставить роли правильно и удержать уважение с его стороны, понимаешь? А те, которые, как он покакал сегодня, ну кто таких уважает, скажи мне. Вот вы между собой, женщины, сами-то уважаете друг друга таких, вот, которые сопли, я его люблю, я буду плакать по ночам, я буду под грустные песенки слезки пускать. Но если она себя не уважает, то почему посторонний человек должен ее уважать? Скажите мне, пожалуйста. Поэтому вы у меня здесь все пираты, хоть и там многие не в проживании, хотя вот советую, приди, сделай из себя нормальную, самодостаточную женщину, а не вот это вот хлюпик, ути-пути. Вам самим мужики-то такие нравятся, которые ути-пути, я плакаю. Нет, вы будете об них ноги вытирать. Так это работает в два конца. Понимаешь? Поэтому не отдаешь инициативу в его руки целиком, а встретив его не из пустоты, а из своей силы и своей наполненности. И роли поменялись. Почувствуй, вот я вот прям хотел сказать бы, умоляю, пойми меня. Пересмотри вот этот расклад еще раз, второй вариант, чтобы поняла. А то все только по мужикам страдают, а потом удивляются, чего они уходят, чего они изменяют, чего они ноги об них вытирают. Но ты у меня не такая, потому что все такие не на этом канале. Итак, давайте перейдем к третьему варианту, а то двоечек слишком полюбил. Троечки. Троечки, ну вот ремешка бы вам. Вот красивый такой солдатский со звездой ремень. Почему объясню? Почему между вами молчание? Потому что для одного это уже все закрыто. А для другого все еще осталась вот эта ваша история болью и кучей непонятных вопросов. И он в эту тишину зашел не случайно. У него свое объяснение. Все, что между вами было, он для себя завершил. А ты, наверное, ко мне с соседних каналов пришла, где там смотришь, как он покакал сегодня и вкусно ли он покушал. Хотя он там с другой чпокается давно. Он по-мужски холодно. Он поставил точку внутри и переключился на другие задачи. Как будто вот жизнь пошла дальше, и туда возвращаться, как говорится, смысла нет. А у тебя дырка внутри. Потому что ты в меня впервые смотришь. И не потому, что ты не можешь без него, а потому, что вот этот разрыв, он был жестким и без нормального разговора. В третьем варианте энергии очень новые, очень, как сказать, загаженные, закаканные. То есть это вот человек меня сейчас смотрит, который впервые меня смотрит, и вот у нее любимые расклады — это как он покушал, как он покакал, как он там меня любит, как он ночью обо мне думает. Он не думает о тебе, не любит тебя, не вернется к тебе. Ты ему не нужна. И это правда. Если она тебе не нравится, возвращайся там, где башня, это вы построите домик вкусный. И ты до сих пор в голове перебираешь там вот эти детали вашего общения, вообще вашей истории, и ты ищешь, где именно все пошло в разнос. Нахрена?
Но найдешь ты дальше, что это его вернет, это его заставит тебя уважать, это его заставит любить тебя. Нет. Он живет в состоянии «я решение принял, значит так и надо». И его молчание — это способ не трогать ни себя, ни твою рану и одновременно не разбираться в твоих чувствах, которые ему нахрен не упали, представляешь? Потому что ему так проще, потому что признание своей вины или хотя бы участие в разговоре с тобой снова откроет тему, которую он, как говорится, положил в дальний угол, а то и вообще на помойку выкинул. Здесь нет случайного исчезновения. Это четкая дистанция, продуманная и выдержанная. Только ты живешь в фантазиях, мой юный друг. Кстати, так как ты новенькая на канале, сразу говорю, всем на канале, независимо от возраста, по 18 лет, все пришли к дедушке в гости. Вот не нравится правда, башенка, башенка, которая десятка мечей, это воздушная карта, и башни, это вы домик построите, это на те каналы. Читаем карты правильно. Вернется ли к тебе? Да, самый главный вопрос, из-за которого ты пришла, нет. Вот нет, как бы ты мне не верила, как бы ты хотела там натянуть сову на глобус и прочее, нет. Ты ему не нужна ты ему. Его внутренний фундамент уже провернулся в другую сторону. Он сейчас, знаешь, в позиции человека, который выбирает порядок, контроль, рациональное удобство, даже если этот выбор идет там по твоему живому, как говорится, по твоей живой ране. Он не готов возвращаться в отношения, где человек сам себя не уважает. И в голове: а зачем я ее должен уважать? Зачем я должен там свои признавать какие-то ошибки, погружаться в эти разговоры, которые мне нафиг не упали? Я вот сейчас очень сдерживаю мат, честно. Я как могу слова подбираю, но ты ему не нужна. Я даже не знаю, чего тебе говорить. Ну, не нужна, вот то и все, вы посторонние люди. Хоть плачь, хоть ной, хоть что делай. Но не нужна ты ему. Для него история с тобой, она уже вписана в ту прошлую главу, которую, как сказать, он перевернул уже на новую. Понимаешь? Да, ему, может быть, там неприятно от осознания, что он тебе сделал больно. Может быть. Но это не так. Вот честно, не хочу тебя как-то успокаивать или как-то тебя радовать, потому что карты не те, чтобы я тебя чем-то порадовал. Ты ему не нужна. Для него это так правильно. Его логика здесь сильнее его чувств. Он выбрал жесткий метод и будет держаться за него как за правильный, как за единственный правильный. Все твои слезы для него ничего не значат. Он там, наверное, там угорает над тобой в подушку, да, ржет над тобой, наплачет. Начни себя уважать. А возвращение, оно бы от него смелости, да, потребовало, готовности выслушать все, что у тебя накопилось. А он не хочет. Ты для него чужой человек. Он вот писюльку свою выгулял, и все. Ну, ему не надо больше ничего. Тут нет ни одного намека на моральный его переворот, после которого он решит к тебе, купит цветы, побежит к тебе. Такой: я вернулся, любимая. Ни хера. Такого не будет. Совет. Перестань жить в режиме наблюдения за ним, потому что ты смотришь его вот эти в Телеграме онлайны, в соцсетях, если есть онлайн. Перестань проверять, не появилось ли что-то в его жизни. Что там намекнет на него, там, может, он у друга или еще чего, кому он лайки поставил. Ты себя закапываешь. Эти карты — это про опасную привычку держать внимание на человеке, который сам удерживает себя в стороне от тебя.
Это затягивает и не дает тебе сдвинуться, потому что все свободное место внутри у тебя занято ожиданием. Хобби? Нет. Ничего? Нет. Люблю, куплю, люблю, давай я его подожду. Не отдавай свои силы в пустоту эту. Забери их обратно. Стань человеком, который себя уважает. Сейчас этого нет. Сфокусируйся на том, что тебе опору дает вот здесь и сейчас. Люди, с которыми есть взаимность, дела, которые приносят там деньги, результат, неважно. Пространство сделай, где все зависит от тебя. Слезы — это его улыбки над тобой. Каждая твоя слезинка — это его улыбка радости, что он тебя сделал, что он тебя победил и что он красавчик, а по нему женщины сохнут. Ты тешишь каждой слезинкой его самооценку. И важно прям внутри себя зафиксировать. Его молчание — это не вот это «он пока думает, он пока решает, он пока разбирается со своими делами». Нет, это его способ остаться в своем выборе, а выбрал он не тебя. И как только станет это для тебя аксиомой, перестанет возникать вопрос вот этот «а вдруг?». Тогда появится спокойствие и место для другого нормального мужика, а не этого полупокера. Понимаешь? Не по статусу замещения нового мужика, а по реальной ценности, который будет тебя ценить, ты его ценить, и у вас любовь-морковь до самого конца. Понимаешь? Поэтому носик кверху. Под этим видео, в описании видео и в закрепленном комментарии, то есть самом верхнем, там есть ссылка на проживание арканов. Тебе туда. Свою самоценность, свою самооценку нужно поднимать. И всегда помни, что хоть ты и новенькая на канале, дед всегда рядом.